Еще один обычный супер день выживания нашего новичка без доната в Last Day. Погнали! И, конечно же, он начинается с бункера Альфа. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, и это уже 211 серия. Ну какой супер день выживания может быть без бункера Альфа? Здесь нам и броня, и оружие, и это все продолжается до сих пор. Да, очень крутая локация, и если ты помнишь, нам надо с тобой обязательно сделать паровозик 3-го этажа. Задание рейдеров. Это вторая вещь для супер дня. Нам надо сходить, конечно же, на рейд. Поэтому сейчас мы это с тобой сделаем. Это давай сюда. И не хватило. Чуть-чуть. Дискету мы тоже заберем, конечно же. Мы бы с тобой даже не делали сейчас паровозик и зачистку 3-го этажа, если бы не задание рейдеров. Ограничились бы ящиками за оранжевые и зеленые талоны, и это круто. В том плане, что это очень быстро получается, да? Оп, готово был. Все, уже ведем паровозик. Ведем сейчас так себе, да? Почему? Ну ты видишь, да, огнестрельчики у меня какие. Но у нас с тобой богатый опыт проведения паровозов, поэтому все нормально, справимся. Ну да, огнестрельчик на первые паровозики-то бери поинтересней. Какой? Ну, чтобы он это активно, да? Отнимал. Акашечку там, что-нибудь такое. Не надо с глоками водить первые паровозы. Я просто их провел уже сколько? Блин, я считал очень много. Что я жду? Я жду, когда подойдет яростный гигант. Если не ждать, тогда пока ты бежишь, они сильно отстают и идут в обратном направлении. Соответственно, тебя окружат, да? И чё? Чревато с смертью. Вот этих быструнов убиваем. Почему? Они, блин, мешать будут. Жестко. Теперь вот так, смотри, видишь, я тыкаюсь. Тыкаюсь, смотри. Чик-чик. И чё? И они тупят в этот момент. Прям вот вообще, прям полностью. Вот так вот. И они отстают. Реально. И тогда я могу... Оп! Зайти вот в эту комнату, и меня не будет толпа, да, вот здесь запирать на этой двери. Ну, ты понял. Я показываю тебе сейчас все абсолютно моменты. Здесь, ну, соответственно, не агрим вот того, иначе он нас зажмет, и нам будут очень больно бить. Все. Теперь надо дождаться. По мини-карте смотри. Как только последний толстяк пробегает, сразу убегаем и... На обратке того, вот здесь опять в стену я тыкнулся, видел, да? Соответственно, здесь вот так по надстенкой они заагрились. Ну, типа, агрятся через стену, и нам это только на руку. Здесь вот так вниз, вот так чик, и тогда тебя никогда не зажмут. Ну и все, и опять, смотри, чик, они ударили в стену, понял, да? Каждый раз тыкаемся вот так в стену быстро, и они бьют, и тебе меньше урон наносят. Это прям изумительный лайфхак. Смотри. Оп! Они тыкнули в стену, отстали от меня. И я спокойно зашел в туалет. Все, готово. Перемотай, пересмотри, если ты ни разу еще не проводил паровозики. И тебе будет намного легче провести первый. Из рекомендаций что? Комплект брони военный не меньше. И огнестрельчик что-нибудь поинтереснее, да? АКшечку, там М16, только с модами, чтобы не мазала. УЗИ, только с модами. Если без, ну тогда лучше взять глок даже. И чё? Ну и все. Почему? В момент проведения паровоза, вот я тебе все моменты быстро показал. Если тебя где-то будут зажимать, ты огнестрелом отстреляешь в ноль, да, и пройдешь. Если плохой огнестрел, ты не успеешь, подойдет толпа яростных гигантов и привет, семья. Что-то типа того. Ждем. Вот здесь нафига на корточки сажусь? Смотри, чуть-чуть подхожу не на корточках. И чё? Ну ты понял, да? Я пробегаю. На корточках ты реально делаешь микрошажок. И тогда тебе легко прям. Кинул, не кинулось. Сел опять, не кинулось. Легко подмериться, чтобы не получить урон. Потому что если ты вдруг чуть-чуть фризанешь, да, ну, залагаешь.
На корточках, когда подползаешь, ничего с тобой, ёб, не будет. Пешком будешь, выбежишь вперед. Когда ты пролагаешь, ты уже труп. Да, вот такие вот приколы. Ну, опять же, если у тебя сильное устройство, то как бы вообще насрать, да? Так, что, теперь самое нудное, самое скучное, сбор лута, да? Все, задания рейдеров выполнили. По-хорошему, еще слепого охотника надо наказать бы. Зачем? Чтобы нам ящичек красный открыть, да? А тут как? Тут вообще классно все, сезоны качаются. Но мы не пойдем на слепого охотника, обойдемся без красного ящика. Мы с тобой сейчас дискету заберем, да? Ну вот и все, готово был. Еще дали разбитый глок, гранатку взяли. И чё? И вот кислотная ванна. Эх, да, когда-то мы ее изучали. А теперь, я так понимаю, здесь пила это, да, изучается. Делись в комментариях, если ты еще не изучил кислотную ванну. Циркулярная пила. Не написано, что ее где-то надо изучать, да? Мы ее просто теперь чик и готово. А тут тоже надо лутать. И я опять забыл противогаз, которых немерено сверху. Но лайфхак с циркуляркой выручает, еб, как пятерочка. А если ты не успел им воспользоваться, не переживай, будут еще моменты такие, да? Да и вообще, у нас ремонтный верстак есть. Че париться-то, еб? Да, конечно. Я бы даже его и не юзал, если бы только не ради тебя, чтобы тебе показать. Так, вот это выкидываем, потому что мы настолько крутой, что прям вообще рядом не стой. Все готово был, да? К рейду готов. Дискету активируем и вперед с песней. И да, самое важное, за 2 дня отката бункера Альфа именно слепыша убивать. Потому что, блин, на халяву просто тебе дают уйму, да, билетиков. 10 красных билетов — это очень много за одного слепого. Мужчина, я не с пустыми руками, чё б тебе ее поддать? Что-то жирное тебе, короче, вот столько отдавать. Да. Чаик, это зачем я оставляю? Чтобы не фармить. Чтобы через 2 дня отката я просто опять пришел, открыл 2 ящика, получил кучу халявы и убежал. И потратил на это не столько, как сейчас, да, минут 10, а просто 30 секунд и все. И уже пошел дальше по своим делам. По каким? События, разведка в данный момент. Потом еще какая-нибудь ярмарка, охота. У нас столько движухи происходит, что это просто физически невозможно все успевать делать. Надо чем-то жертвовать. На горизонте виднеется дым. Локация за дискету. 7 минут 32 секунды. Блин, надо забрать. А тут третья фишка для супер дня выживания. Без нее он не был бы супер. В погоне за удачей, конечно же. Самый халявный в игре огнестрел, самый простой и самый лютый. Это реально лютый дробовик. С этой сборкой можно вот прям даже картечь не собирать. Вот эта сборочка тоже шикарная. Самые простые, соответственно, заводские детали 5 штук. Легче ее невозможно. И у нас с тобой куча крышек. Потому что совсем недавно у нас было событие в погоне за этим лепреконом. И чё, я сильно не проходил событие, чуть-чуть. Но при этом 4 косаря крышек у меня в кармане осело. Блин, это великолепно. Вот пока я с тобой болтаю, уже почти. Что? 5 заводских деталей и топ-дробовик. Который я до сих пор, кстати, не могу собирать. У меня нету этих модов. Всех. Их не так просто выбить. Так, ну что, посмотрим. Еще, да, еще тут можно трансмиссию выбить между делом. Мы одну выбили. Одну дают, грубо говоря, всем легко и просто. А вот больше надо постараться. Так, 84, да? 26 клевера остается. Оу, блинчики, это даже много, потому что я перед этим набил кучу. Изи, изи. Пойдем до акашечки. Блин, честно, что-то я даже не знаю. Пока не пойдем. Просто до акашки идти там можно даже 1,5 косаря просрать только в путь. Чоппер, конечно. Чоппер не может быть нет, да? Чоппер продолжаем качать хотя бы потихонечку. Вот так вот. Стоять. Сейчас чуть-чуть закинем вот это событие. Я его качаю без фанатизма. А тебе рекомендую все бросать и фигачить. Почему?
Оно временное. То есть оно сегодня есть, завтра его нету. Все остальное в игре никуда от тебя не убежит. Обыграешься еще, наиграешься. А это событие пришло и ушло, да? Поэтому, если есть возможность, лучше, конечно, забрать. А что здесь есть, что забирать? Ну, конечно, вот хотя бы фиол мода, да? Опять же, защитник. А другие способы есть? Конечно, есть. Поэтому, если тебе прям, ну, совсем не хочется играть это событие, не играй. Мы и так можем. Я что заберу? Блин, ну ты в курсе уже про реаниматоры, да? Есть лаборатория Генезис, хард режим. И ты будешь ее проходить. И там будет босс, которого надо обязательно убивать. И реаниматоры тебе помогут. Вот. И взять их как-то по-другому очень сложно. Они только вот, когда попадаются в каких-то событиях, тогда они есть, да? Так, что, все, готово был, валим? Ой-ой-ой, смотри, как мы быстро справились, да? И что, вообще идеально. Мужчина, обманываешь? Нет? Пойдем. Давай, беги, блин, твоих уже жрут. Не обманывает, классно. Когда не обманывает, тогда супер, да? Мы спокойненько с тобой лутаемся. Но не без конца, смотри. А когда? А вот сейчас уже надо убивать выжившего. Тише. Там вон толпа, вы чё? Блинчики. Чуть и всосал, ё-моё. Да, бывает вот так. Смотри, толпа очень большая. На секунду зазевался, да? И чё? Ну и не сломают тебе нафиг всю броню. Да мне эти выжившие уже, в принципе, сломали, негодяй. Так, стоять. Я такой медленный, да, и не говори. Ну, блин. И что в итоге-то получили? Да в итоге все классно. Мы вот целую М16 получили. А потратили... Ну, что там глока этого было, да? А бывает событие, когда разборка, они сами себя все убивают, и тебе там одного засранца наказать. И могут сейчас еще, кстати, огнестрел дать. Ну, если повезет. А бензин уже не актуально. Хотя, да, вот здесь, смотри, 35 топлива. Это сколько? Это 1,5 канистры. В одной канистре 25. Ну, неплохо, да? Это что? Это чисто бонус. Чисто вот так вот бонус, да? Это тоже бонус, но он нам не всрался. Хотя тут тоже есть ценные награды. Но мы чуть-чуть уже подросли, да? Поэтому для супер дня нам это не надо. Альфа, да. Дискета, да. Рейд, да. Событие вот это фантастическое, да. Разведочку чуть-чуть прокачали. Еще после рейда задания рейдеров надо сразу сделать. Чтобы был супер день. Сколько? Сколько сможем. Теперь что важно? Чтобы не был ящик зараженный. А если будет зараженный? Ну, придется его и это, да. Ну, вообще, мне не нравится зараженный. Ой, хорошо. Блинчики. Раньше было просто лень, да? А теперь это капец. Я тебе сейчас обязательно покажу. То есть теперь вскрыть этот ящик, да. Если ты новичок, прям обсеришься. Всего один огнестрельчик дали. Увы, ах. Блин, ну вот это, в принципе, можно все оставить, да? Противогазы у меня их немерено. А чё я биты оставляю? Слушай, уже бит скопил, но я их оставляю, потому что есть классная мода с кровотечением на биту, да? И чё? Ну, к примеру, захочешь ты громилу наказать, да? Это очень крутое оружие, чтобы наказывать громилу. Так, ну чё, помчали домой? Домашние дела, конечно же, надо все сделать. Все должно работать. Поэтому давай я без тебя сейчас это все быстренько поперезаряжаю. Готов был. Все станочки перезарядили. Базу отремонтировать. Не надо. А почему? Уже который день Орда мне не ломает базу, представляешь? И да, есть очень классный способ, чтобы тебе ее никогда не ломали. Вот такая голова ведьмы. Серьезно? Да. Берем. Раньше она была одноразовая. Не шучу. Ну, то есть, зарядил ты ее, она сломалась, и привет семье ее. Сломалась и с концами. Выбирай следующую. А следующую как выбить? Блин, раз 50 можно убить ведьму и не выбить. Теперь одна. Не одноразовая, представляешь?
22 часа. Ёп, что так жидко, а? Хотя бы на сутки. Ну и все, меня типа Орда не трогает. Как у нас дела с модами? С модами у нас вообще все классно. Мы уже как бы, да, почти завершили полностью все модификации в игре. Кроме СВД, повторюсь. СВД это отдельная песня. Это привет, семья. Чик. Тут все топ. Нам только Скар остался. Прикинь. Сам в восторге. Ну смотри. Волшебство. Ну и ближний бой, да? Вот здесь, к примеру, мы не выбили еще скилл мотор распиливания. Это очень крутой скилл. Но так в целом на ближний бой тоже у нас все классно, собрано прям великолепно. На дробовик одной моды. Ну так, везде, да? Там кропаль, там кропаль. Так, чё? Сразу готовимся к рейду, да, что по ремонту. Я уже говорил тебе, да, что ремонтируются вот эти огненные стволы просто великолепно, не ломай их. Именно вот эти потрошители, они, блин, ну вообще, имба. Ими будешь фармить, да, весь север. Это, ну вот за вот эту штуку ремонтируется очень слабо, поэтому... Даже можно ее и не покупать, а алюминиевые пластины. Как слабо, нормально, да? А алюминиевые пластины где? Что, выстроить их? Да. Ну, в смысле, сейчас покажу. Гуаньдао. Блин. Такой новичок у нас бывалый, да? Но он уже не новичок, это понятно. Но при этом есть куда еще расти. Забыл вот эту штуку. Опачки. А это зачем? Блин, вот на самом деле нам это уже все не надо. Но мы продолжаем, потому что дают, бери, бьют, беги. Все как обычно. Так. Давай вот здесь подосадим, да? 7 это вообще идеальное количество, чтобы 10 досок переплавить, сделать 20 угля. Нам надо с тобой в поселение. Полетели? И если у тебя супер день выживания, то, конечно, поселение не может в этом не участвовать. А? Красиво, да? Чик-чик-чик, и вот это все добыл прямо сейчас. Вообще огонь. А куда дальше есть? Есть. 144 награды, это пределочка. Ну вот, ну ты понял, да? Почему за алюминий ракетницы ремонтируем? То есть наш новичок вообще может сейчас север фармить прям плотно так, активно и очень долго. Благодаря фантастическому поселению, да? Все остальные ресурсы, которые я не использую, они просто тупо копятся. И чё, блин, это классно. Периодически так скопил, потом оп, 20-очку достал, да? Пассивного, так сказать, дохода. Давайте, ребята. 2 нашивки на танка дали. Конор МакКонор, блин. Без него вообще все плохо. 4 свободные пока не распределяю. Почему? Не распределяй, потому что, ну это бред. Левел сейчас будет? Нет. Ты же не знаешь, что тебе на следующий день завтра выпадет. Лучше оставляй. Так. Здесь мы продолжаем, да, готовиться к апгрейду вот этой комнаты. Сколько еще готовится? Да фига, блин. Это не быстрый процесс, чушь поделаешь. Можно ускорить, если будешь много-много раз в день заходить, да? Так, а что я не то притаранил? Это вот сюда, а это туда. Так. Ну и бензик сейчас на выходе, да, зарядим. Вот так. А это готовим под ДСПшечки. Надо очень много этого. И... Ну, мне надо 60 этих листов, да, чуть-чуть. 60 этих, 60 этих, 60 этих. Смотри. 12 клеток надо сделать. Зачем? Это единственное, что останавливает нас с тобой от производства железных прутиков. А они дадут, соответственно, 100 улучшений дрона. Тебе могут дать эти прутики в транспортном хабе. Но шансы вообще мизерные. Очень мало игроков, которые собрали 100 улучшений дрона просто тупо через зачистку транспортного хаба. Ну реально. Сколько я зачищал, один лишь раз мне дали вот эти 3 арматуры, я их называю, да? Так, сюда что мы притаранили с тобой? Мы притаранили еще
Вот так вот, просто на упреждение заранее делаю, да. Уголь не надо было сюда тащить. Это я погорячился. Я просто забыл его вытащить, да. Ну ладно, забыл и забыл. Ну и еще давай вкинем. Чик. Я просто не тороплюсь, иначе вот эту моду можно было уже давно собрать, да? Вот эту, ну чуть подольше помучиться и тоже собрать. Ну чё, поехали? Куда? В Америку, ёлы-палы. Что делать? Говно возить по берегу, не знал, что ли? Блин. Ну а чё, кто тебя там ждет, ёб? Чё нам там за база выпала? Чоппер уже я опустошил. Чуть не забыл. Если был бы зараженный ящик, раньше один фильтр и 3 кислоты, а теперь вот так вот. Это дает нам поселение, только что ты видел, да? Вот эта ерунда, уже ее сотня скопилась, как и фильтры. Просто спустя время. То же самое с затонувшим ящиком. Ну, что сложного? Зато вот эти все, ух, блин. И локи какие перезагружаемые. В общем, нам облегчили игру, когда убрали кислотную ванну и добавили эту пилораму. Не усложнили, облегчили. Почему? Подписывайся на канал. Не пропускай ролики, стримы. Ну и посмотри плейлист гайды. Там все есть. Ты поймешь. База QXXY. Капец, малюсенькая база. Один железный топор, 6-8 каменных и готово. Огнестрела вроде нет, но при этом есть ресурсы, и это хорошо. Ресурсы — это хорошо. Тебе не надо будет их поднимать, тебе не надо будет их фармить. Ну и самое главное, правильно, этот рейд разблокирует дорогу к следующему рейду. Все просто. Вот такая вот малютка. Где входить? Так где хочешь. Можно вот здесь. Почему нет? Там дальше соломенная будет дверка. Но ящики вот за этой соломой. Ну, в смысле, дальше. То есть можно было за один металлический топор зайти, взять вот эти основные ящики. И да, если ты вот здесь зайдешь, да, смотри, что-то я погорячился, блин. Знал же, где заходить. Вот здесь. Кожеедики. А что кожеедики? Они вроде раньше не проходили, а теперь вообще насрать. А вон там что? А там ничего, короче. Чик. Ну, пойдет, пойдет, блин. Даже вот это говно можно на худой конец забрать. Это все-таки переработаем в ткани, сделаем бинты. Да? Оу, ё-моё, если ты собираешь вездеход. Мне не всрались эти колесики. Так, стоять. Я могу сделать чоппер стена, воин из-за угла. Столько всего мы можем. Ну зачем? То есть понимаешь, в чем прикол? Мы уже развелись. Считать эти крошки. Не, вообще ни к чему. Я тебе это говорил в самых первых сериях. Пока тяжко. Дальше будет все проще, проще, проще и проще. И мы дойдем до того, что вообще не паримся. Чик. Хорошо? Блин, мне кажется, великолепно. Вскрываем дальше. Чё, блин, даже не знаю, что мне здесь надо. Ну, наверное, транзисторы. Слушай, сейчас 3 новые локации добавили с чопперами. И чё? Садишься на чоппер, и вот это говно просто фармится килограммами, килотоннами. Вся фигня. А определенные типа вот это, вот это, вот это вообще не в счет. Только провода, короче, и транзисторы не дает поселения. Все остальное дает поселение. То есть это, блин, вот смотреть на это. Ну, типа там, ну, у меня есть 1000, пускай будет 2000. Так и есть. Если тебе надо 1000, 2000, копи. И да, в этом есть смысл. Почему? Никто не знает, что будет дальше. Ты понимаешь, что? Как добавят нам, и все это пригодится. А так, по факту, у нас новичок терминалы все собрал. Все собрал. Нам вообще ни к чему. Ну есть всякие там курьерские доставки, да, там используются и провода, и не провода. Поэтому, в принципе, да. Режим хомячка не выключаем. А я не буду. Так, давай вот, кстати, смотри, да, вот так вот.
Тоже новшество на рейде. Чоппер стену забрали и хорошо. Не злись на меня. Но это хорошо, потому что вот такие вот а-ля, блин, лайфхак на грани бага. Блин, даже не знаю, ребят. Ну, провода вам оставлю. Красный билет возьму, все остальное это смешно. Так, что там? Бомжи еще придут же. Еще на улице ящик. Ну, конечно, сейчас еще в чоппер закинемся. Опачки. И тоже хорошо, да? Так, поехали. Давай еще вот это сломаем. А всякие грядки, печки, блин, даже вот, ну реально, ты считаешь, надо их ломать? Вот грядочки вскроем и хорошо. А вот это, ну что здесь будет-то? Кстати, а вот сюда. Вот, как-то так, да? То есть я считаю, это 100% рейд. Ну, 99%. Ладно. Прям вот это дотошности вымерять все до миллиметров. Нафиг. Уже хорошо. Кожа у нас от рейдов, естественно, от рейдов. Очень много. Много, очень много. Она нескончаемая. Все. Теперь красиво только загрузиться и можно сваливать, да? Да ёб, ты что творишь? Хорошо, что у меня не было топора. Тут что возьму? Сейчас возьму, и надо быть сразу готовым что-то выбрасывать, да? И это будет не дерево. О, хорошо. Вот так вот. Идеально. Идеально. Давай покажу еще раз, что я оставил. Эти все ресурсы просто хлам. Пересмотри эту серию. Я только-только тебе поселение показал. Здесь, ну, в принципе, да, у нас вот это уже сломалось. Вот так вот переодеть. Поехали. Вскрываем грядки. Если что, надо будет заменить. Что? Ключ гаечный. Компот не отдам. Я люблю компот. Поставь второй лайк, если ты тоже любишь компот. Ну, это реально круто, блин. Так. Нет, говноеды. Вот, блин, стоит эта грядка, чтобы мучиться? Мне кажется, нет. Всех раскидывать этих. Нам левел качать некуда. Мы уже 209. Все, это предел, да? Даже огнестрельчика подсыпали. Я удивился даже. Да, неплохо. Ну так, в сумме сколько? 1,5 огнестрела добыли, да? Вот так капля за каплей и океан. А вот это дерево вообще восторг. Можно на следующий день рекламу не смотреть совсем. И опять же, да, быстро что-то другое делать. Мужчинам дарим копья. Я делаю 3, чтобы сразу наверняка они вообще без ума от трешки всегда. Вот уже достаточно одного. Но 3 прям вот вообще. Ну и накручиваем, конечно же, задания. Почему? Сразу посмотреть. Может там крафт пластин, там еще что-то, да? Чтобы у нас прям вот ух. Блин, лекаря тоже изменили. Ну, просто восторг. Капец, да? Ты всегда выбьешь мозговиху, если она тебе нужна. Всегда выбьешь дополнительную энергию. Опачки. 3 щенка. Прикинь. Разоритель на ферме. Изи. Фабрика. Изи. Крафт брони. И 4-й этаж альфы. Блин, эти задания вот просто вот, да, вот и сделали. Но только щенков надо заранее сразу зарядить, потому что это процесс ёб долгий. Есть у меня запасных 3? Нету. И что это значит? Капец. Заряжаем. Отправить в вольер. Отправить в вольер. Ровно 3. И знаешь что? Мы сделаем сразу с тобой заранее еще. Зачем? Выпадет задание опять потом, да, рейдеров. И я чик сразу и выполню его. Видишь, если бы я об этом заранее подумал, сейчас бы такой фигни не было, да. Ну, а с тобой был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот видосик. Не забудь поддержать, оценить лайком, конечно же. Ну и подписывайся на канал, если еще этого не сделал. А сам продолжает ресурсы перекладывать, раскладывать. Ну, конечно, чтобы все как бы было готово, да, к катапультированию из дома. Ну и, конечно же, не забывай про наш телеграм-канал. Регулярные анонсы всех роликов, стримов, новости по играм, в которые мы играем. Уникальный контент выходит каждый день и только в телеграме Печка ТВ. Чат, розыгрыши. Скучно точно не будет и никогда ничего не пропустишь. Увидимся.
на стриме. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал, даже в шуршании старых дворов.